Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня я вам покажу рецепт торта, который называется трюфель. Этот торт был очень распространен в наши далекие советские, так сказать, года, и мы его пекли очень-очень часто. Этот рецепт у меня очень многие просят, и наконец-таки я решила вам его показать. Торт у меня домашний. Рецепт очень старый, как я вам уже сказала, я его пекла где-то с начала 90-х годов. Торт этот получается всегда, он абсолютно несложный, и туда идут самые-самые доступные продукты. Попробуйте его сегодня испечь вместе со мной, и я уверена, у всех все получится. Сегодня, мои дорогие, у нас очень легкий торт, и мы начинаем приготовление с теста. Для теста нам нужно будет взять 4 яйца, яйца у меня приблизительно по 60 грамм и 150 грамм сахара. Духовку включаем разогреваться сразу на 180 градусов. Тесто готовится очень быстро. 1/4 часть чайной ложечки соли, ванилин или ванильный сахар. И начинаем взбивать. Взбиваем яйца с сахаром до побеления. Очень быстро это все делается. Можно даже без миксера обойтись. И здесь у меня 250 грамм сметаны. Сметану берем любой жирности. И 15% подойдет, и 10%. Добавляю в сметану 1 чайную ложечку соды и перемешиваю хорошо. Так как рецепт старый, в оригинальном рецепте идет сода у меня. Но вы можете прекрасно добавить разрыхлитель. Добавляю 300 грамм сгущенного молока. И все это нужно будет перемешать. Ни сливочное масло, ни растительное масло в состав теста не входит. Перемешиваем уже венчиком, без миксера. И добавляю муку. 240 грамм муки. Муку просеиваем, если она у вас не просеянная. И сюда же нужно будет добавить 2 полные столовые ложки какао. Всю раскладку в граммах я, конечно, дам под видео. И сюда же добавляю еще 1 ложку какао. 2 столовые ложки какао идут. Какао обязательно просеиваем, чтобы не было комочков, и перемешиваем. Больше миксер нам не понадобится. Вот такой консистенции теста получилось. Духовка у нас тоже уже разогрелась, пока замешивали тесто. Форма у меня 26 сантиметров в диаметре. На дно я постелила пергаментную бумагу. Половину теста приблизительно выливаю в форму. Равномерно распределяю. Не бойтесь, коржи не будут низкие. Тесто очень хорошо поднимается при выпечке. Нужно будет немножко постучать, чтобы вышел воздух из теста. И отправляю выпекаться. На 180 градусов корж выпекался у меня ровно 20 минут. Можно проверить деревянной шпажечкой, а можно вот так рукой надавить, и все. Вытаскиваем аккуратненько корж из формы. Форма у меня пока еще теплая, корж я только вытащила из духовки. Аккуратно переворачиваю. Снимаю бумагу. Хотя в тесте нету ни сливочного масла, ни растительная бумага, отходит очень хорошо. Переворачиваю. И все. Первый корж у нас готов. Сейчас будем выпекать второй корж. Таким же образом остаток теста выливаем в форму, постучим об стол и отправляем выпекаться. Такой корж у нас получился и второй. Вот. 2 коржа оставляем, чтобы они у нас отдохнули и остыли. И начнем делать тесто. Начнем делать крем. Для крема нам понадобится 250 грамм сливочного масла комнатной температуры. Я его немножко взобью миксером, буквально секундочку, чтобы масло стало мягче. И добавляю сгущенку. 1 банка сгущенки идет. Крем очень легкий в этом торте. Ванилин или ванильный сахар. И начинаем взбивать. По-моему, это самый легкий крем, который кто-то когда-то делал. Он получается у всех.
и взбивается быстро. Масло, если хорошее, крем взбивается очень быстро. Добавляем 2 столовые ложки, 1 столовую ложку, вернее, 1 столовую ложку какао добавляю в крем и перемешиваю хорошенько. Миксер сейчас сразу не включаем, потому что какао разлетится по всей кухне. Вначале лопаточкой или ложкой добавляю сюда же 1 рюмочку коньяка. Это уже, конечно, если хотите, если вам нравится вкус коньяка в креме. И уже взбиваю миксером. Буквально секунду. Перемешиваем, потому что иногда остается на дне белый крем. Перемешиваем хорошенько все. И все, крем у нас уже готов. Очень быстро спекли коржи и сделали крем. Теперь нужно будет взять форму, любую, донышко от любой другой формы или тарелку диаметром немножко меньше, чем корж, который мы выпекали. У меня корж выпекался в 26-сантиметровой форме, и я взяла 24 сантиметра донышко от другой формы и обрезаем краешки. Но это, конечно, уже если вы хотите. Вы можете прекрасно оставить корж как есть. Посмотрите, какой у нас он получился мягкий. Очень нежное тесто. И таким же образом я срезаю шапочку. Это, конечно, не обязательно делать, но я это всегда делаю в этом рецепте. Минимум срезаем. Главное, чтобы выровнять немножко шапочку, и все. И точно так же и второй корж. Эти все края у нас пойдут на крошечку. Мы просто-напросто будем обсыпать этой крошкой торт. Если вы не будете этого делать, то сделайте крошку из шоколада тертого. Все это нужно будет измельчить или в блендере, или руками, кому как удобно. Получается где-то полтора стакана крошки. Самый минимум срезайте. И начинаем собирать торт. Коржи получаются пористые очень. Нам не нужно будет никакую пропитку делать. Бисквит очень влажный, даже не бисквит, это, но коржи получаются очень-очень влажные, мои дорогие. Совсем не сухие. Половину крема отправляю на первую половину теста, накрываю второй половиной. И весь оставшийся крем распределяем по верхней части торта. Бока хорошенько все намажем. Если вы торт не срезали, ни макушку, ни шапочку, ни бока, то будете обсыпать его тертым шоколадом. Если вы срезали, как я, то обсыпайте крошечкой. Вначале бока. Все хорошенько обсыпем. Потом уже верх. Серединку я украшаю тертым шоколадом. Оставила торт буквально на 2-3 часа, он полежал, и сейчас буду резать его. Если вы будете торт держать в холодильнике, то обязательно вытащите его перед тем, как нарезать, буквально за полчаса, чтобы он немножко стал мягче. Но так как крем не заварной, торт можно прекрасно хранить и при комнатной температуре. Дайте ему настояться буквально 2-3 часа. И вот такой торт получается у нас на срезе. Очень вкусный, шоколадный. Это торт-находка для всех, кто любит шоколадный торт и вообще, кто любит шоколад. Готовится очень быстро и получается всегда. Так как масляный крем, как я вам уже сказала, немножко раньше вытаскивайте торт из холодильника, чтобы он полежал буквально полчаса на столе и стал мягким. Такая красота у нас сегодня. Ну что, мои дорогие, будем прощаться. Всем приятного чаепития. Заходите ко мне на канал, подписывайтесь, если, конечно, вам нравятся мои рецепты, и нажимайте на колокольчик. Скоро будет много-много пасхальных рецептов.
Все я для вас уже подготовила почти и начинаю тихо-тихо выкладывать видео. Всех люблю, приятного чаепития, пока-пока, до новой встречи на моей кухне.